Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня я буду строить очень необычные модели. Я буду строить две автоцистерны на базе КАМАЗа, топливозаправщика. И они будут очень необычные, и я выполню маленькую диораму, где помещу эту машину в очень необычное место. А именно маленькую диораму внутри обычного стандартного бокса. Это будет выглядеть довольно интересно и атмосферно, и главное просто. Поехали! Служба горюче-смазочных материалов 17 февраля отмечает профессиональный праздник. И для этого праздника у меня заказали два сувенира – топливозаправщики на базе КАМАЗа. А прототипы этих машин прямо сейчас участвуют в боевых действиях. Тема топливозаправщиков на моем канале еще не поднималась, и поэтому мне очень интересно поработать над такими моделями, да еще сделать для них маленькую мини-диораму. Начну работу с подставки. Это стандартный пластиковый бокс от фирмы SSM. И практически вся моя коллекция хранится именно в таких боксах. А купить их можно, конечно же, в модельной лавке. А сам прозрачный бокс я, конечно же, никак трогать не буду. А на подставке я изображу неухоженное поле, по которому будет двигаться бензовоз. Вначале я заклею скотчем те места, которые я хочу оставить в презентабельном виде. Банально хотя бы для того, чтобы бокс нормально закрывался. А купить все необходимое для моделизма можно в магазине «Модельная лавка», только будьте внимательны. КАМАЗы очень быстро раскупают, так что лучше их бронировать заранее, а на сайте есть такая возможность. А применяя этот промокод для своего первого заказа, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на сайт «Модельной лавки» и промокод есть в описании к видео. А потом белой текстурной пастой я оформлю основу грунта. Кстати, эта паста отлично держится на пластике подставки без каких-либо дополнительных манипуляций. От своевременной доставки топлива на передовую напрямую зависит выполнение боевых задач. Это понимают не только наши бойцы, но и противник. Поэтому работа водителя бензовоза в районах боевых действий очень опасна. ВСУ стараются уничтожить машины с топливом любой ценой. Как говорят сами водители топливозаправщиков, горючее – это боевая мощь. Это все понимают, и мы понимаем. Надо доставлять, дозаправлять, ездить, и бывает по-разному, и днем, и ночью, разницы нет. Команда поступает, и мы поехали. Один из важнейших объектов – это бензовоз. На них все охотятся, вычисляют, даже объявили награду за уничтожение бензовоза. Так рассказал один из бойцов. Линейкой я обозначу примерное направление колеи и расстояние между колес ведущих мостов, а потом при помощи резиновой покрышки я обозначу след колеса, пока что еще не существующего КАМАЗа. Даже опытным водителям бывает страшно ехать под обстрелами, но они все равно стремятся заправить военную технику, невзирая на опасность. Если противник видит топливозаправщик, сразу начинает по нему обстрел. Очень страшно бывает, когда идут обстрелы, но мы все равно работаем, потому что понимаем, что без горючего техника никуда не поедет. Так сказал один из военнослужащих. На фронте автоцистерны с соляркой – это не просто желанная, а иногда и главная цель противника. Один такой грузовик заправляет 6 танков или же 10 боевых машин пехоты. Отсюда и такие приоритеты. Бойцы подразделения горюче-смазочных материалов обеспечивают топливом все армейские части. И даю пасте высохнуть примерно сутки, а после высыхания я могу покрыть подставку в темно-коричневый. И тут я использую акриловые краски от Pacific 88. Больше контента обо мне вне моделизма и неудачные мои эмоциональные дубли вы можете найти на моей страничке на Boosty. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК-донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. Водопроводный лен будет изображать травку. Я вырезаю лен примерно по размеру и при помощи клея ПВА просто приклеиваю на подставку на нужные места, а после высыхания клей станет прозрачным. А вот еще слова одного из бойцов. В основном стараемся мы всю работу проводить в темное время суток, ночью, но бывают разные ситуации, иногда приходится выезжать и днем. Близость к фронту диктует свои правила безопасности и выживания техники, под запретом построения личного состава и автоколонны. Дистанция между грузовиками у нас не меньше 100 метров. Пункт дозаправки определяется, и об этом узнает очень узкий круг военнослужащих. Осуществляется дозаправка техники, и, соответственно, техника рассредотачивается. За 20 минут бойцы службы ГСМ успевают заправить 5 грузовиков, а спустя еще пару минут экипаж уже в пути. Следующая остановка – это танковое подразделение на линии соприкосновения. Итак, клей высох, и я подкрасила травку в разные оттенки зеленого и желтого цвета, и теперь могу смело отдирать малярный скотч от основания бокса.
Сборка этих КАМАЗов не вызвала у меня сложностей, и я думаю, что и у новичков тоже не возникнет проблем при работе с КАМАЗами. Единственная хитрость, чтобы кабина нормально входила в детали салона, надо приборную панель и дверные карты вставить отдельно от пола салона. Грунтую модель грунтом от Звезды, а шасси я загрунтовала черным грунтом от Gemscale. И обратите внимание, что если закрепить кабину на втулке от бумажных полотенец, то этой деталью очень удобно оперировать в процессе окраски. После того, как грунт высох, а это происходит спустя примерно 6 часов, гарантированно можно приступить к окраске модели. И тут я использую спиртовые акрилы от Machete. Это российская замена краски Tamiya. И у них в палитре есть цвет 4BO, и он неплохо подходит для окраски современной военной техники. Я лишь добавила в него немножко желтого и белого, чтобы осовременить оттенок, так как базовый 4BO от Machete больше подходит все-таки для техники времен Великой Отечественной войны. Эти бензовозы, можно сказать, прошлого поколения, но тем не менее они широко распространены в войсках. И на форуме «Армия-2023» я изучила очень интересный образец по теме этого выпуска и хочу вам о нем немножко поподробнее рассказать. Топливо-маслозаправщик автобронетанковой техники АТМЗ-7-65-224. Машина предназначена для заправки автобронетанковой техники боевых частей и подразделений в районах сосредоточения при невозможности развертывания средств массовой заправки. Автомобиль может также и заправлять разогретым маслом в случае низких температур, а также помимо автомобилей и бронетанковой техники еще и малые суда. Особенно любопытно выглядят канистры, видимо, для порционной раздачи топлива про запас. И вернемся к окраске топливозаправщика. Мне предстоит окрасить мелочевку, двигатель, коробку передач, буквы КАМАЗ на передней облицовке кабины. Хотя последующие работы полностью скроют результат этого кропотливого труда. А также я окрашу огни автопоезда. Ведь теоретически к КАМАЗу могут прицепить прицеп-бочку для увеличения объема доставляемого топлива. Начало 1980-х годов, когда встал на конвейер этот грузовик, стало для Советского Союза тревожным временем, особенно когда ввод войск в Афганистан обернулся полноценной войной между СССР и партизанами-маджахедами. И с учетом все еще бушевавшей холодной войны, Запад во главе с США поддерживал маджахедов, и потребность советской армии в новой военной технике возросла. КАМАЗ мог без особых затруднений помочь вооруженным силам, поскольку полноприводная модель всегда входила в планы завода. Кроме военных нужд, также требовались гражданские машины, способные пробираться туда, куда обычные грузовики проехать не могли, что в отдельных удаленных регионах СССР было актуально практически повсеместно. А маркером цвета хром я окрашу отражающие поверхности фар. И после этой манипуляции фары действительно выглядят очень реалистичными. А также для антуража фронтовой машины я добавила на мордочку грузовика импровизированную броню, как на этой фотографии. То есть таким образом экипаж пытается защитить свою машину, но при этом сохранить функциональность фар. Интересное решение в стиле «Безумного Макса». Дополнительную броню я вырезала из алюминиевой банки и не от пива, замечу. Я покрасила ее в немного отличающийся от кабины зеленый оттенок. А теперь при помощи губки для мытья посуды я имитирую сколы и делаю листы брони более ржавыми. И также сколами я пройдусь по самой бочке. Первую полноприводную модель построили еще в 1970 году, и она стала частью оригинального семейства прототипов ЗИЛа. Команды испытателей встретили ее не очень тепло, а в 1974 году появилась обновленная версия в виде грузовика с грузовым кузовом КАМАЗ-4310 с фиксированными бортами и кабиной без спального места. Ее вариации стали КАМАЗ-4310-2 с откидными бортами и спальным местом и КАМАЗ-4310-3, также оснащенный кабиной для сна, но имевшие фиксированные борта. А краской буро-коричневого цвета, растушевывая, я придам бронелисту слегка заброшенный вид, ведь по идее этот лист солдаты могли взять где попало, а качество его окраски может не отвечать всем стандартам. Белой краской я нарисую полосы в соответствии с прототипом, а также белый круг, в который вроде бы вписана буква Z. И делаю я это все акриловыми красками от ICM, и надеюсь, вы поняли всю иронию этого момента.
Изнурительная тестовая программа обрушивалась на КАМАЗ-4310 в период с апреля 1976 года по март 1977. 37 тысяч километров по всем возможным типам дорог от Москвы до туркменского Ашхабада и обратно. И сюда вошли грунтовки Таджикистана, горные перевалы высотой до 3370 метров над уровнем моря и замерзшие маршруты в окрестностях Читы. Суммарно прототипы накрутили умопомрачительные 1 484 000 километров и заслуженно получили одобрение на выпуск со стороны Министерства обороны и транспорта в сентябре 1977 года. Все модели нового ряда имели постоянный привод на 6 колес, обутых в вездеходную резину, а относительно длинная колесная база могла приводить к большой разнице в сцеплении колес при их контакте с неровным грунтом. И для того, чтобы обеспечить передачу мощности туда, где она нужна, КАМАЗ предусмотрел асимметричный центральный дифференциал, разделяющий крутящий момент, поступающий из КПП в различных пропорциях между передним и задними мостами. Дифференциал блокировался и электрически управлялся из кабины, а спереди крепилась 5,4-тонная лебедка. Имелось 2 топливных бака и возможность установки скамеек на 30 человек вдоль фиксированных бортов металлической грузовой платформы. Мощность поступала от 210-сильного двигателя КАМАЗ-740-10, работавшего в паре с 10-ступенчатой трансмиссией. А после того, как краска высохла, я прорежу вентиляционное отверстие в броне листа, ведь без такого улучшения двигатель рано или поздно перегреется, особенно на прибрежных частях Северного Причерноморья. Смывкой черного цвета придам бензовозу немного выразительности. Так модель будет смотреться более объемно. И практически сразу после нанесения смывки я применю метод масляных точек, чтобы изобразить последствия влияния атмосферы на грузовик. И тут я применяю несколько оттенков, близких к коричневому цвету. Большинство новых КАМАЗов отправили служить в Афганистан, и военные высоко оценили их за способность пересекать горную местность, благодаря которой грузовик прозвали Сайгаком, в честь редкого вида антилоп, встречающегося на Кавказе. Экземпляры со спальной кабиной на фронте пользовались особой популярностью, потому что предоставляли солдатам теплое местечко для отдыха в негостеприимном афганском климате. Центральная система контроля давления в шинах позволяла производить регулировку для противодействия эффекту больших высот горных регионов, защищая шины от разрыва. Не обошлось и без слабых мест, радиатор был не очень хорошо защищен от попадания камней, и поэтому нередко после 50 тысяч километров пробега начинались утечки масла. И еще одной непреодолимой проблемой стало использование этилового спирта для защиты пневматической тормозной системы от воздействия воды, замерзающей в воздушном потоке, но некоторые солдаты предпочитали применять его по другому назначению. Переведу декали, и все-таки это огнеопасные во всех смыслах грузовики, а это значит, что надпись «огнеопасно» здесь будет вполне уместна. Практически на всех фото бензовозы, так или иначе, они спрятаны под маскировочной сетью. Эту черту я и воспроизведу при помощи готовой сети от фирмы ZIP. И, кстати, этот аксессуар довольно редкий на просторах России. И, например, на модельной лавке я купила 2 последних комплекта, а в других магазинах мне не удалось найти что-то подобное. Закрепляю сеть на модели при помощи клея ПВА.
И, наконец, можно примерить КАМАЗ на подставку. Но перед этим я немножко загрязню в соответствии с антуражем его колеса. Для загрязнения я буду использовать богоподобную испанскую жижу. И в завершении работы я накрою модель прозрачным колпаком, и сувенир готов. И вот такие атмосферные боксики у меня получились. 2 довольно монструозных топливозаправщика. И эти боксы выглядят довольно интересно и необычно. Так что они отправляются к своим заказчикам. До новых встреч. Пока-пока.